Всем привет, меня зовут Мила и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы будем делать декоративный торшер. Для этого я купила вот этот вот манекен. Изначально я хотела с ножками, чтобы был мужчина с ногами и без рук, но был только такой. Сейчас я считаю, что так даже лучше. Я хочу покрасить манекен в черный цвет, поэтому для начала нам нужно его отшкурить, чем мы сейчас и займемся. Мы весь манекен ошкурили, и хотела бы показать, что мы использовали наждачную бумагу номер зерна, да, так называется, 600 и 1000. Сначала 600-кой, потом 1000 полировали. И теперь нам нужно обезжирить всю поверхность. Обезжириватель у меня вот такой вот. Самый обычный, покупала все в Леруа. На тряпочку и проходимся по всему манекену. После того, как мы манекен ошкурили и обезжирили, теперь нам нужно нанести грунтовку. В Леруа мы взяли вот такой вот грунт, сразу черного цвета, матового. Для абажура я купила 2 черные папки, разрезала их и убрала середины. Также нам понадобится жесткая проволока, в идеале, чтобы она была черного цвета, но в Леруа была только такая. Проволоку можно отрезать кусачками, это сложно, но возможно. Нам нужно сделать 2 круга диаметром 40 сантиметров. Концы я закрепила изолентой. Зачистим наждачной бумагой пластиковые листы с одной стороны. Это будет внутренняя часть абажура. Соединила листы между собой мягкой проволокой. Получились такие швы крестиком. После чего нам нужно соединить кольца из проволоки с абажуром. Я решила закрепить кольца с помощью плетения. Для этого нам нужно сделать по краям абажура через каждые 2 сантиметра маленькие дырочки. Я сделала это шилом. Вообще вы можете плести как вам хочется. Здесь я вам покажу, как сделала это я. Центральную конструкцию абажура я сделала из жесткой проволоки. 2 проволоки длиной 60 сантиметров я с помощью плоскогубцей закрутила вокруг патрона лампы, а концы проволок закрепила в каркас абажура и лишние отрезала кусачками. Абажур готов, нужно обезжирить, загрунтовать и покрасить.
Так как провод лампы очень короткий, нам нужно будет его удлинить. Кстати, эта конструкция у меня осталась от старой напольной лампы, которую я покупала когда-то давно в Икее. Просверлим манекен сверху, а снизу было уже отверстие. А для того, чтобы не было видно неровных краев отверстия, где мы просверлили сверху, я купила такой патрон, который все будет закрывать и все будет красиво и аккуратно. Сначала мы просунули жесткую проволоку сверху для того, чтобы попасть в нижнее отверстие. И, замотав провод изолентой, протащили через весь манекен и вытащили через нижнее отверстие. Закрепили патрон саморезами. Осталось соединить оставшуюся часть провода, и с этим мне помогли, потому что я сама жутко боюсь всего, с чем связано электричество. Замотали место соединения изолентой, и теперь нам нужно убрать внутрь манекена белый провод. С проводкой мы закончили наконец-то, и теперь у нас осталась только декоративная работа, чем мы сейчас и займемся. Кстати, хотела бы вам напомнить, что все, что я делаю в видео, я делаю в первый раз, и с поталью сегодня я тоже буду работать в первый раз. До этого я ни разу даже не пробовала наносить никуда поталь, поэтому мне удачи! И попробовав на внутренней части абажура, я поняла, что клей я выбрала не тот, кисточки, те, которые у меня были, не подходят, и поехала в магазин за другими. Но клей я жидкий нигде не нашла, поэтому решила пользоваться этим же. Я тонкой кисточкой наносила клей, ждала минут 10, и после этого пушистой кисточкой аккуратно укладывала листы потали, которые я нарезала тонкими полосками. Ждала 10-15 минут, пока клей схватится и высохнет. После этого пушистой кисточкой круговыми движениями убирала лишнее. Кисточку, которой я наносила клей, я хранила в воде все это время, чтобы не засохло. Это очень кропотливая работа, и не надо никуда спешить. Включите свою любимую музыку и наслаждайтесь процессом. У меня получились толстые линии, но для того, чтобы сделать аккуратные тонкие линии, нужен другой клей, более жидкий. Это моя первая работа по талии, поэтому для первого раза, мне кажется, результат очень даже неплохой. В следующий раз, я уверена, у меня получится более аккуратная работа. В конце мы нанесем глянцевый лак, не выходя за границу золотой линии, потому что лак глянцевый, а манекен матовый. И это нужно для того, чтобы со временем ничего не потемнело.
вами прощаюсь. Всем до скорой встречи. Пока-пока.